А вы знали, что купив индекс S&P 500 ровно год назад, который многие криптоинвесторы считают не самым лучшим активом на иксы, то на сегодняшний день у вас было бы уже плюс 30%. Похожая история с NASDAQ, плюс 44%, золотом 36%, Nvidia 64%, да что уж там нефть плюс 102%, а серебро вообще плюс 130%. То есть, грубо говоря, что бы вы ни купили ровно год назад, вы бы остались в плюсе. Но, к сожалению, не с криптой. Да, за год почти все монеты в минусах. Начиная от биткоина и эфира по минус 30-20%, заканчивая менее капитализированными альтами с просадкой вплоть до 70-80%. И казалось бы, фонда растет несмотря на проблемы в экономике и геополитике, в ФРС пришел прокриптовалютный человек Трампа, был подписан Clarity Act, закон по крипте в США, но рынок просто игнорирует любые зеленые новости, а только сильнее падает на красных. Тем не менее, как это периодически бывает в крипте, сейчас обсуждают потенциал начала того самого альтсезона, который буквально за полгода делает новых миллионеров, как это было в 2018 и 2021 годах. Ведь, во-первых, доминация биткоина снижается, и на данный момент криптовалюта является самым недооцененным рынком в мире, поскольку фонда перегрета, нефть перегрета, серебро тоже перегрето, в принципе, как и золото, за счет чего можно предположить, что сейчас стоит покупать именно этот недооцененный рынок и ждать скорейшего альтсезона. Забегая наперед, скажу сразу, что альтсезон эпохи 2021 года, когда все из топ-100 могло за месяц сдать 100, 200 и даже 1000 иксов, я не жду. Ведь рынок кардинально изменился, но при этом я продолжаю верить в криптоиндустрию и развитие этого рынка, что как минимум на бычьих циклах может принести 3-5 иксов и более по фундаментальным монетам. Поэтому давайте сегодня четко разберем, стоит ли ждать альтсезон в этом году, узнаем причины, почему мы не растем, что нужно для запуска пампа, почему акции растут в отличие от альтов, альткоин это скам или нет, и в конце вы узнаете, на какие реально проценты можно рассчитывать в 2026 году, и если более потенциальный рынок на это время, чем крипта. А вот что касается, какие монеты покупать, какие секторы рынка сейчас растут лучше всего, и разбор моего экспериментального портфеля из альтов, который мы собирали в прошлом году, я сделаю отдельное видео и выпущу его, как только вы наберете 1000 лайков. Поэтому, если вам реально интересно, что должно быть в вашем портфеле, чтобы он рос в этом году, жмите лайк и дополнительно пишите комментарии. Бонус $10 забирает этот зритель. С вами Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, те, кто не первый год в крипте, прекрасно знают, что правила на рынке диктует биткоин. Если он падает, то значит все остальные монеты тоже будут падать. И сейчас на биткоин продолжает влиять Иран, переговоры, потенциальная сделка, скачки нефти, а также инфляция. Сегодня мы об этом говорить не будем, потому что у нас ролик про альты. Тем не менее, вся актуальная информация по этому поводу есть у меня в телеграм-канале. Там все важные новости, анонсы, мой анализ рынка со сделками. Поэтому все, кто хочет оставаться в курсе событий и получать лучшие рекомендации по торговле, ссылка в описании. В случае альтов начать нам стоит с прошлых альтсезонов. В 2018 и 2021 году рынок был устроен совершенно иначе. Тогда подавляющую роль играл розничный инвестор, обычный человек. Механика была простой как 5 копеек. Биткоин начинал расти, о нем начинали говорить в новостях, потом подтягивались люди с интернета, и весь этот поток живых денег заливался на бирже и растекался по всему рынку. Люди покупали не потому, что они провели анализ, а потому что видели в новостях, как какой-то парень купил себе новую Теслу, сделав иксы на крипте. Это розничная фома создавала эффект пампа, и оно поднимало абсолютно все. И перспективные проекты, и откровенный мусор, который создавали за вечер. Капитализация рынка была смешной по сравнению с текущими объемами, и миллиарды долларов свежего фиата могли разогнать что угодно до небес. Сегодня картина изменилась кардинально. Розница никуда не делась, но теперь рынок в руках институционалов. Огромные фонды, управляющие компании, маркетмейкеры с алгоритмами, и у них совершенно другая психология и другая механика принятия решений. Смотрите, согласно данным Coinbase и Glassnode за второй квартал 2026 года, 75% институциональных инвесторов, опрошенных этими платформами, говорят, что биткоин по текущим ценам недооценен. Казалось бы, это супер бычий сигнал, все должны бежать и скупать. Но тут же в этом же отчете 82% этих же самых инвесторов квалифицируют рынок в целом как медвежий или в нисходящей стагнации. Что это значит? Это значит, что умные деньги не работают в логике пампа. Они работают по принципу накопления. Они спокойно, методично на падениях забирают то, что считают недооцененным. И совершенно не горят желанием разогнать цену ради того, чтобы розничный хомяк сверху продал. Им не нужен хаос альтсезона старого образца. Им нужен контролируемый, предсказуемый рост активов, который генерирует ценность или денежный поток.
И давайте посмотрим правде в глаза. Капитал даже внутри крипты стал до ужаса избирательным. Мы привыкли смотреть на доминацию биткоина, и как только она начинает падать, все кричат альтсезон. Но по факту даже когда деньги выходят из биткоина, они не размываются тонким слоем по всем проектам. Вот перед вами данные по потокам в ETF на конец мая этого года. Мы видим рекордный недельный отток из биткоина. Минус 1,2 миллиарда долларов. Это ушла просто колоссальная сумма. Логично предположить, что эти деньги должны были зайти в альткоины и устроить там памп. Но смотрим притоки в альткоин ETF. Плюс 226 миллионов долларов. Чувствуете разницу? Из миллиарда с лишним вышедшего из биткоина, только 200 с небольшим миллионов зашло в альты через эти ETF. И зашли они даже не в широкий рынок, а в 3 конкретных актива. Solana, XRP и Hyperliquid. Часть этих денег направилась в конкретные альты. И кстати, Hyperliquid. Вот это, на мой взгляд, идеальный кейс для понимания того, как теперь устроен механизм роста в альтах и на какие иксы вообще можно рассчитывать. Пока весь рынок падал, хайп с начала года вырос больше, чем на 100%, улетев выше 60 долларов за монету. Почему? Потому что там работает механика, которая обычно присуща традиционным акциям из S&P 500, а не крипте. В протокол Hyperliquid встроен так называемый IT Fund. Он забирает 99% комиссий, которые генерирует платформа, и принудительно в автоматическом режиме выкупает токены с открытого рынка. Это не просто сказки от разработчиков, что мы будем улучшать проект и так далее. Это код. Объем этих байбеков уже превысил 1 миллиард 160 миллионов долларов. То есть в рынок этого конкретного токена влито больше миллиарда долларов покупательского давления просто потому, что протокол работает и зарабатывает. И на это накладывается приток от ETF. Фонд 21 Shares за один день завел в актив свежего капитала на 67 миллионов долларов. Плюс аналитики Bitwise публично назвали этот актив одним из самых недооцененных на рынке. И вот перед нами идеальный механизм. Ни хайп, ни мем, ни обещания, а сухая математика, генерирующая постоянный спрос. Цена может колебаться, но этот спрос никуда не исчезнет. Он запрограммирован. И более подробно данный проект с потенциалом цены самой монеты хайп я буду говорить в следующем ролике про альты. И вот тут я хочу сделать сравнение с фондовым рынком, потому что именно здесь кроется корень заблуждений многих криптоинвесторов. Мы видим, как S&P 500, несмотря на геополитику, несмотря на дорогую нефть, несмотря на то, что ФРС держит ставку и не спешит ее снижать, все равно обновляет новые максимумы почти каждую неделю. Складывается впечатление, что крипта должна тоже расти, ведь часть ликвидности может перетекать в альты, но нет. Смотрите, фондовый рынок растет не потому, что кто-то надувает пузырь, а потому, что у него есть конкретный работающий механизм генерации роста цены, которого у 99% альткоинов пока что просто нет. Как растет S&P 500? За счет байбеков и реальных корпоративных прибылей, особенно из сектора ИИ. Я возьму отчеты за первый квартал 2026 года. Облачное подразделение Google, которое обслуживает ИИ вычисления, показало рост выручки на 63%. И бизнес Microsoft генерирует годовую выручку с темпом в 37 миллиардов долларов, что на 123% больше, чем годом ранее. Это живые деньги, которые корпорации получают от бизнеса. Дальше механика простая. Компания заработала огромную прибыль, она выходит на рынок и выкупает свои собственные акции. Количество акций в свободном обращении сокращается, а прибыль на оставшейся бумаге растет. Меньше предложения, выше цена при том же или даже растущем спросе. Этот цикл бесконечен. Институциональному инвестору плевать, что где-то идет война или дорожает нефть, если у компании есть предсказуемый денежный поток, который будет расти благодаря внедрению ИИ. Рынок растет не на хайпе, а на байбеках и прибыли. И поток капитала здесь понятен. Компании что-то производят и за это получают деньги. Криптопроекты не продают свои продукты, да и сами монеты это не акции. Но это не значит, что у крипты нет потенциала. Это мы лишь разобрали, откуда берутся деньги. Кстати, сейчас многие ищут способы зарабатывать не только на росте или падении рынка, а на неэффективности самого рынка. И один из таких инструментов это криптовалютный арбитраж. Если простыми словами, арбитраж это ситуация, когда один и тот же актив может стоить по-разному на разных площадках, в разных парах, странах или направлениях обмена. Задача арбитражника найти эту разницу и заработать на ней. Правильно посчитать комиссии, скорость перевода, ликвидность, возможные риски и понять, если там реально возможно заработать. Но проблема в том, что новичку самому в этом разобраться непросто. Связки быстро меняются, комиссии могут съедать прибыль, а одна ошибка в расчетах способна превратить потенциальный плюс в минус. Теперь вернемся к альтам. В отличие от акций, большинство альткоинов до сих пор живут исключительно за счет потока нового спекулятивного капитала и за счет нарратива. У них нет денежного потока, который по закону или по коду распределялся между держателями. Более того, у многих из них все еще работают инфляционные модели, когда предложение токенов постоянно растет, размывая общую капитализацию. Единственный способ заработать на таких активах – это найти того, кто купит у вас дороже. И когда притоки нового капитала останавливаются, эти мини-пузыри схлопываются мгновенно. И в этом есть фундаментальное отличие от S&P
S&P 500. Но и вот тут начинается самое интересное для нас, как для инвесторов. Крипторынок эволюционирует, и появляются те самые исключения, которые начинают работать по модели фондового рынка. И сегодня в пример я уже приводил Hyperliquid. Это как если бы вы купили акцию компании, у которой в уставе железно прописано, что почти вся прибыль будет направлена на байбеки с рынка. И этот байбек невозможно остановить решением совета директоров. Он выполняется кодом. Именно поэтому я считаю, что криптовалюта прямо сейчас, в 2026 году, является, возможно, самым недооцененным рынком в мире. 75% институционалов говорят, что биткоин недооценен. При этом капитализация рынка в первом квартале просела на 18%. И знаете, многие спрашивают, а почему сейчас перестали появляться новые проекты? Друзья, а я знаю почему. Количество активных разработчиков в крипте сжалось на 56%. И все ушли туда, где сейчас 60% мирового венчурного капитала. Это, конечно же, ИИ. А те, кто еще запускается, просто обречены. По данным CryptoRank, из 38 проектов с лаунчпадов, только один до сих пор торгуется выше цены листинга. Glassnode Research добавляет, 85% токенов, запущенных в прошлом году, стоят дешевле старта. Медиальное падение минус 70%. Венчурные фонды больше не раздают деньги направо и налево. Количество сделок упало на 42%, и крупное финансирование остается только у тех, у кого есть реальный продукт и выручка. Плюс каждый месяц старые проекты разблокируют токены на сотни миллионов долларов. Таким образом, предложение льется, свежих денег нет. Проекты не исчезли, просто они умирают так быстро, незаметно, что мы их даже не видим. И, пожалуй, 90% рынка альтов превратился в кладбище тикеров. И выживает только то, что дает реальный кэшфлоу прямо сейчас. Это тот же Hyperliquid или та же Solana, которая сжигает токены за транзакции. Тем самым предложение сжимается, и это позволяет цене оставаться на плаву. Но чтобы альткоины реально пошли в рост, должны сложиться 3 конкретных механизма. И давайте я их объясню. Первое — это макрокартина и ставка ФРС. Когда ставку снижают, деньги дешевеют и текут в рискованные активы. Это в принципе понятно. Меньше ставка, больше денег. А когда повышают, все уходит в облигации. В 2022-2023 годах ставку подняли 11 раз подряд, и биткоин потерял более 70%. В 2024 году начали снижать, и рынок развернулся. Плюс важный индикатор — индекс деловой активности. В мае этого года он превысил 52, а ранее это очень часто совпадало с ростом альтов. Второй механизм — ротация капитала из биткоина. Пока доминирование биткоина держится около 61%, но как только доминирование пробьет нисходящий тренд, то это может разбудить рост альтов. Но при этом лучшие точки входа появляются за месяцы до того, как появится сигнал. Если говорить про деньги, то за одну неделю мая 2026 года из криптофонда вывели 1,7 миллиарда долларов, но при этом XRP получил почти 68 миллионов долларов, именно притока капитала. Solana 55%, а Hyperliquid за 4 дня собрал 10,6 миллиона долларов. Это рекорд с начала года. И третий самый важный момент. Деньги идут не во все подряд. Потому что, как мы разобрали, фонды будут заходить именно в те проекты, которые имеют потенциал на рост. Это, конечно же, не мемкоины. Конечно, здесь ключевая ликвидность. ФРС пока ставку снижать не собирается, вероятность сохранения в июне 97%, а вот вероятность повышения в этом году выросла до 58%. Но самое главное сейчас, чтобы ее просто не повысили. Вот только стоит убрать рост нефти, давление на инфляцию ослабнет и цены на все упадут. При этом не придется повышать ставку. Но есть нюанс. Даже без снижения ставки, ФРС может давать ликвидность через изменение структуры резервов. У банков сейчас около 3 триллионов долларов резервов ФРС. Если заставить их держать меньше, деньги потекут в экономику. И здесь, конечно же, ключевая персона — это Кевин Ворш. Он принципиальный противник огромного баланса ФРС, и он считает, что баланс ФРС слишком раздут. Но парадокс в том, что он же выступает за снижение ставок. И если посчитать, то сокращение баланса на $1 триллион по эффекту равно повышению ставки на 0,5%. Значит, чтобы нейтрализовать, нужно срезать ставку на 0,5%. Формально идет сокращение баланса. Правда, есть одна проблема. Ворш говорит одно, а делать может другое, потому что Трамп на церемонии прямо подчеркнул, что будет разочарован, если снижения ставок не будет. Поэтому давление колоссальное. Посмотрим, что будет делать Ворш при инфляции в 3,8%, а скорее всего и в 4%, как он будет сокращать баланс, что же будет делать со ставкой и как все это будет влиять на рискованные активы, в нашем случае на альты. Также, друзья, сегодня я для вас подготовил интересную метрику по альтсезону. Первый важный сигнал: все больше альтов на Binance начали торговаться выше своей 200-дневной скользящей средней. Сейчас таких монет около 21%, и это максимальный уровень сентября прошлого года. То есть часть альтов уже начинает выходить из глубокой просадки и показывать признаки восстановления. Но чтобы это можно было назвать настоящим ростом альтов, то выше 200-дневной средней должно торговаться не 20, а хотя бы 60-80% альтов. Что касается второго сигнала, то растут объемы торговли альткоинами на биржах. И это важно, потому что когда объемы начинают уходить из крупных монет в средние и мелкие, то это локальная ротация капитала. Ну и третий самый популярный индикатор — это индекс альтсезона, который вырос. Он поднялся до уровня 30. Это максимум за последние месяцы. Но здесь, конечно же, важно себя не обманывать, потому что настоящий
настоящий рост альтов начинается не когда уровень 30, а хотя бы ближе к 75, когда большинство из 150 монет обгоняет биткоин по доходности за последние 90 дней. Сейчас таких монет только 30%, то есть опять же это скорее всего ранний намек на ротацию, но точно не на полноценный рост альтов. И поэтому, друзья, если подвести итог, то мой вывод простой. Крипта сейчас находится примерно в зоне своей справедливой стоимости, плюс-минус 20%. То есть я не вижу здесь ни тотального пузыря, ни рынка, который уже умер. Наоборот, я продолжаю верить в бычий рынок и в дальнейшее развитие этой индустрии. Но здесь важно правильно разделять вещи. Я не верю в альтсезон старого образца, когда растет все подряд, просто потому что на рынке эйфория. Такой рынок, на мой взгляд, уже остался в прошлом. Но я верю в локальные бычьи циклы. Я верю, что сильные проекты, сильные сектора и активы, куда будет заходить реальный капитал, еще будут показывать рост. Именно поэтому я продолжаю делать для вас видео, продолжаю вести телеграм-канал, который является лучшим в индустрии. Я продолжаю развивать наше сообщество, потому что я реально верю в этот рынок. Я бы этим не занимался, если бы не верил в развитие криптоиндустрии, в рост рынка и то, что впереди еще будет много возможностей. И что самое главное, друзья, пока существуют такие сообщества, как наше, пока люди продолжают изучать рынок, разбираться, анализировать, искать сильные идеи, не сдаваться в сложные периоды, эта индустрия будет жить и развиваться. Поэтому еще раз спасибо каждому, кто смотрит мои видео в такой непростой период. Для меня это реально ценно. Спасибо всем, кто поддерживает ролики лайком, комментарием и просмотрами. Сейчас это особенно важно. Напоминаю, что как только набираем 1000 лайков, я приступаю снимать видео про топ альтов с разбором моего экспериментального портфеля, так что ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм, ведь там я всегда на связи, выкладываю там все самое актуальное по рынку, свои мысли, а также важные обновления. Так что, друзья, всем удачи, до скорых встреч!